у всех начинается примерно одинаково. С японца или с китайца вы начинаете засматриваться на какие-нибудь более интересные мотоциклы, потому что ваш уровень подрос, вам хочется чего-то больше, вы вообще научились, ну вам, по крайней мере, так кажется, ездить на мотоцикле. И вам хочется, как вот все те ребята из наших видео, ездят на красивых импортных мотоциклах. И вы делаете что? Начинаете смотреть рынок. Рынок мотоциклов. Что предлагается на рынке после китайцев? Конечно же, бета. Ребята, сегодня я хочу вам рассказать про свой опыт владения мотоциклом бета. Я проехал в России порядка 70 моточасов и порядка, наверное, 25 моточасов по международным гонкам, прошу прощения, трекам. И мне действительно есть что рассказать. Буду рассказывать вам объективно, потому что плохих мотоциклов не бывает. Не нужно сейчас думать о том, что мы сейчас будем разносить бету в пух и прах, а скорее поделюсь с вами опытом. Поделюсь не один, друзья, потому что у меня есть и наши внештатные репортеры, которые точно так же, как и я, в свое время попали под вот этот вайб беты. Привет, спортсмены, на связи Кашин, и это моя новая бета. Расскажу ее плюсы, минусы, опыт эксплуатации. Все то, о чем, наверное, меня спрашивают каждый день в моем инстаграме. Поэтому, ребята, кто не подписан на мой инстаграм, обязательно это я рекомендую сделать. Мы много чего там проводим, всяких интересных событий, конкурсов. Вы узнаете про бэкстейдж съемок все в эндуро. Ну и, конечно же, мы рассказываем там и проводим прямые эфиры, которые очень интересны. Что касается эндуро, естественно. И, конечно же, ребята, после продажи беты, кстати, я ее продал, сразу хочу вам сказать, и вот тот, что мотоцикл сейчас в кадре, это не мой. Это мотоцикл моего друга, который точно так же попал под вайб беты. Что купить после беты? Какой мотоцикл бета? К чему нужно готовиться? И вообще вот все про это буду рассказывать, показывать и, конечно же, только правду. По возможности внятно, коротко и доступно для вас. Ребяточки, вы на канале Все в Эндуро. Подбодрите нас лайком. Видео про Романьяка обязательно будет. Не переживайте. 4-я часть уже на монтаже. Кирилл Пиздец и Юра Балалайка from Russia. Друзья, доброе утро. Сегодня второй гоночный день. Дело в том, что у меня забрали ноутбук на ремонт. И вот сейчас я решил записать вам это видео в таком гаражном стиле, специально для того, чтобы, знаете, как-то, есть что рассказать, есть о чем поделиться. Ребята, мы начинаем. Поехали. И начну я, наверное, с правильных вещей, чтобы абсолютно ни у кого не было никаких подозрений в нас, в каких-то коммерческих историях с компанией Бета. У нас не было никаких отношений с Бетой. Единственная причина, по которой я купил этот мотоцикл, это личные отношения с дилером Беты Слава. Мне он очень нравится, импонирует как человек, и мы до сих пор остались хорошими друзьями. И, знаете, я благодарен ему за опыт, который у меня был с этим мотоциклом. Я разделил это видео на два сегмента, плюсы и минусы. Давайте, наверное, начнем с минусов, потому что хочется поговорить о том, что действительно довольно сложно отрицать. Я понимаю, что сейчас затрагиваю довольно интимный вопрос для многих ребят, которые ездят на бете, вы уж меня простите. Знаете, есть такое мнение у владельцев мотоциклов бета, что просто так мотик бета не ломается, он крайне надежен, а если он сломался, то это по той причине, что ты просто сам не вовремя его обслуживал. К сожалению, это не так. Поэтому, ребята, давайте объективно, честно и доступно. Лето подошло к концу, погода не очень, пасмурно, постоянно идет дождь, но выход есть. С 23 сентября по 27 мы делаем наш авторский эндуро-тур в Крыму и приглашаем поучаствовать в нем тебя. Есть прокатные мотоциклы, будет огромное количество интересных людей. Мы сейчас набираем команду мастеров, которые будут проводить там мастер-классы, и она вас очень сильно удивит, ребята. Цена тура 75 тысяч рублей, спокойно, но первым 10 за 55. Докажи, что ты быстрый не только на треке и на мотоцикле, и успей зарезервировать тур по хорошей цене.
парни, вы знаете, как мы проводим наши туры, мы вкладываем не только большие деньги, но и наши сердца. Поэтому давайте, можно с семьей, можно с друзьями, мы будем рады вас видеть, проведем все это время вместе, прокатимся, покажем, расскажем, ну и, конечно же, сделаем все самое лучшее и самое крутое для вас. Итак, минусы, скорее это детские болезни мотоциклов бета, потому что, вы же должны понимать, что мотоцикл бета это не входит в тройку Святой Троицы, такие как КТМ, Husqvarna или ГАЗ-ГАЗ. Это мотик альтернативной реальности, который сейчас достаточно активно захватывает рынок. Это была маленькая фабрика, которая находилась в Италии. Они достигли очень высоких результатов в классическом эндуро и вот потихонечку начали просматривать рынок хард-эндуро. Это говорит только о том, что рынок хард-эндуро вообще во всем мире растет, и то, что мы сейчас делаем не зря. Не забывай поставить нам за это лайк. Так вот, вернемся к нашей бете. И ребятам в концерне бета, вероятно, придется пройти достаточно большой путь для того, чтобы четко сказать, что это мотоцикл хороший, надежный и в нем нет детских болячек. И здесь очень важный момент, мой друг. Давай вообще, в принципе, про мотоциклы бета, потому что бета это не только вот РР, который сейчас перед нами. Переходя с китайского или с японского мотоцикла, ты засматриваешься вот на этот мотоцикл. Потому что их больше, потому что меньше очередь. Хотя сейчас в такое время, знаете, покупается мотоцикл тот, который в наличии, а не тот, который хочется. Действительно, в модельном ряде компании Beta есть очень крутой мотоцикл под названием X-Trainer. И вот это ваш первый путь, как я уже говорил в предыдущем видео о выборе эндуро мотоцикла, это ваш первый путь и первая такая ступенька в хард-эндуро. Вот этот мотоцикл действительно достойный, он очень легко управляется, на нем приятно ездить. У него стоит точно такой же мотор, как и на этом, только немножко подзадушенный и нет вот этой резкости. Это мотик, созданный для людей, которые начинают только свой путь хард-эндуро. И когда вы начинаете на нем ездить, вы получаете удовольствие, и у вас все контролировано, все доступно и очень приятно. Да, есть моменты с подвеской в X-тренере. Знаете как, говорят, что в 2022 году вообще эти проблемы почти все решены, по крайней мере, есть тюнинг-комплекты. Но есть люди, которые засматриваются на этот мотоцикл, потому что их, как я сказал ранее, их немножко больше. Поэтому, когда переходишь с китайцев, непринужденно начинаешь засматриваться на этот мотик. Потому что есть вторичный рынок, есть вроде как можно даже и в очереди немножко постоять. И он недорогой. Ребята, все мотоциклы бета значительно ниже стоят, чем КТМ. Ниже процентов на 30 сейчас по рынку. Мотики бета стоят каждый свой рубль, вложенный в него. На мой взгляд, конечно, КТМ в этом смысле немножко переоценен в качестве маркетинга и вот этого всего бэкстейджа, который присутствует фона, так сказать, на КТМ, потому что это такая, назовем это элиточка, а вот это такая трудяга, настоящая машина для того, чтобы получать результаты, но скорее бы, я бы сказал, в классическом эндуро. Генетика этого мотоцикла располагает ездить серьезные высокие спуски, красивые затяжные подъемы, но когда мы говорим про хард-эндуро, нет. Это избыточная мощность на заднем колесе. Да, наверное, сейчас многие скажут, ты просто не умеешь ездить или контролировать. Нет, друзья, к сожалению, это факт. Такая перемощность, она не нужна. Не нужна в хард-эндуро, вы не контролируете и никогда не сможете контролировать, если вы не человек, которых можно пересчитать по пальцам, такие как, например, Черняев, Гаврилов или там еще какие-то прям спортсмены, которым просто дают мотоцикл. Да, они их покупают со значительной скидкой, находятся под контрактом, но они, ребята, могут справиться с этой мощностью. Мы, к сожалению, для нас это достаточно сложно. Я 100 раз видел людей, которые, залезая на трек
куда-то глубоко или далеко, понимают, и когда они с этим сталкиваются, у них вот такие вот глаза и просят показать им асфальт. Ладно, я увлекся, потому что об этом, знаете, как о нем можно разговаривать вечно. Давайте поговорим про факты, про минусы и плюсы. Хочу вам рассказать опыт своей эксплуатации, с чем я столкнулся в момент того, когда я был владельцем этого мотоцикла. Действительно, этот мотоцикл меня несколько раз подводил в горах. И один из случаев, который был очень неприятный, это просто на ровном месте умер аккумулятор. Я не знаю, как в 2022 году, но в 2021 году действительно были такие проблемные зоны. Аккумулятор умирал просто негаданно, нежданно, в одну секунду он просто переставал крутить стартер. Это было очень неприятно, и я сразу же подумал о том, что надо бы, конечно, подзаказать вот сюда вот кикстартер. Кикстартер пришлось ждать порядка 2 месяцев, даже, по-моему, 3, и когда он пришел, я уже, если честно, уже и мотик продал. Эту проблему с аккумулятором признал официальный дилер, поменял мне аккумулятор, за что, конечно, ему огромное спасибо. Были проблемы еще с вентилятором, была проблема с охлаждением, были проблемы с сцеплением. Оно очень странно здесь, кстати, работает, и иногда, то ли я его подогревал, то ли еще какие-то были сложности. Но так или иначе, друзья, сцепление было, то оно работало, то оно, знаете, как вот его прям чувствуется, что оно вело. Мы даже несколько раз разбирали крышку сцепления, открывали, смотрели диски, ничего там в них такого там синего или еще что-то не было. Поворачиваемость беты. Дело в том, что я вообще пришел к тому, что этот мотоцикл скорее создан для кросс-контрийных секций, где у вас нету вот этих затычных мест в лесу, в горах или еще где-то. Он ниже, и вот эта вот геометрия посадки у него совсем другая. Вообще на мотике, на этом, хочется ездить быстро. На нем вот неинтересно ползать, тык-тык-тык, вот это все не про него, мне так кажется. Во-первых, мешает избыточная мощность на заднем колесе. Ты, когда начинаешь ездить вот эти вот затыки, ты понимаешь, что ты в принципе не можешь контролировать так четко сцепление, хотя у меня стояла сначала родная ручка, потом я поставил себе АСР, АРС, поправьте меня в комментариях. Изначально сама геометрия посадки райдера говорит о том, что ты должен ехать очень быстро, и тогда этот мотоцикл очень приятен. Ты действительно можешь ехать, по крайней мере, это случилось так со мной. После КТМ я начал действительно прогрессировать по скорости. Когда ты начинаешь ехать на мотике, или вести там какую-то группу, или кататься с ребятами, если ребята едут недостаточно быстро, то ты начинаешь больше уставать. В отличие от того, если ты едешь на нем быстро. Если быстро едешь, то получаешь удовольствие от этого мотоцикла. Вернемся к углу поворота. Дело в том, что в одну сторону он поворачивает с определенным градусом, а в другую с более глубоким градусом. Я не знаю, с чем это связано, парни, но так или иначе, эта проблема была на этом мотоцикле, что для меня странно. Столкнулся я с этим только один раз, когда оказался в лесу, и мне нужно было проехать. В принципе, на скорость и на ваш скилл это не сильно будет влиять, но это неприятно. Значит, тормозная система. Многие хвалят, говорят о том, что это действительно крутая штука, но я к ней достаточно долго привыкал. Все-таки, когда ты ездишь на Брэмбе, ты понимаешь, у тебя есть вот этот свободный ход лапки, ты можешь чуть-чуть притормозить. То есть ты чувствуешь тормоза немного иначе. Nissin, тормоза, которые установлены на бете, они значительно жестче. То есть ты должен, нету свободного хода. Была отрегулирована, я слышу ваши голоса. Свободный ход, конечно же, и не раз попытка отрегулировать его заканчивалась не очень. К сожалению, так уж получается, что тормоза на бете либо фыкал, либо выкал. Других вариантов на ней нету. И поговорим про подвеску. Да, у меня был именно такой мотик, а это ZF. Ребята, не надейтесь, вы никогда толком не настроите ZF. Попытки были много раз. Менялись пружины, разные масла. Даже менялся шим-пакет, шайб в передней подвеске. Ребята,
Нету такого кайфа, такой свободы, как это выглядит на мотоцикле КТМ. Ни в коем случае не сравниваю эти мотики, это абсолютно разные весовые категории. И сравнивать, кстати, как многие, наверное, сейчас хотят об этом поговорить, не стоит. Это все-таки мотоциклы, которые имеют огромную пропасть, техническую пропасть. Ну а если все это для тебя, что касается КТМ, Husqvarna и прочих супербрендов, для тебя слишком дорого, и ты хочешь просто попробовать или купить свой первый мотоцикл, то и китайская мототехника здесь, Формуле X, вот столько. Поэтому, дорогой мой друг, если ты вообще задумался о технике, что касается оффроуда, давай-ка Формула X подберут, дадут попробовать, потрогаешь, пощупаешь, ну и, конечно же, купишь абсолютно точно. Расскажу за историю, которая со мной случилась, когда я ездил на Sea2Sky. Я ехал на вот такой вот красной ракете. Прекрасный мотоцикл. До того момента, пока я вел группу и пересел на мотоцикл Husqvarna. И проезжая ровно точно такие же участки трассы, я попробовал и этот мотоцикл, и этот. И понял, что на этом мотоцикле ездить тяжелее. Поэтому, ребята, готовьтесь к тому, что вы, покупая этот мод, должны не только качать свой скилл, но и физическое состояние. Райдер устает на этом моде. Почему? Я долго думал об этом, и никак не мог разобраться, честно. Из-за этого, наверное, и долго не выпускали это видео. Хотел вот как-то более какой-то ясности. Почему? Много с разными ребятами и экспертами консультировался и понял одно, что подвеска, вибрация и геометрия. Оно вот это все мешает вот этому, знаете, такой свободе. То есть, проезжая на мотоцикле КТМ там 4 часа, участвуя где-то, или водя группы, или просто тренируясь, ты понимаешь, что ты не так сильно устаешь, как на бете. Да, на бете, кстати, ребята, вы будете смеяться, но я не могу об этом не рассказать, я заработал еще и бурсит локтей. От постоянной вибрации подвески, черт возьми, это ZF, как бы я ее ни настраивал, через какое-то время мне пришлось обратиться к врачу, и сейчас, чтобы вы понимали, я прохожу лечение. Я это действительно связываю с этим мотиком, потому что, проехав 70 моточасов, мне было неприятно. Это были не самые лучшие мои моточасы в жизни. Про плохое еще. Датчик скорости, который навернулся у меня где-то часа через 5 моточаса. Моточасы встали, и я менял масло, естественно, по своему четкому пониманию. У меня стоял альтернативный счетчик. В принципе, в этом ничего страшного нету. На этих мотоциклах стоит насос масляный. Не тот насос, который мы с вами знаем, как стоит в КТМ, из-за которого часто случаются сложности и проблемы. Здесь немножко другая технология. Такая небольшая съемочка, чтобы вам показать, где стоит тот самый масляный насос. Смотрите, кстати, как удобно открывается здесь и снимается сиденье. Сейчас. Вот. Хоп, все. Вот здесь вот у нас маслобак, видите? Сюда подливается маслице. Удобно. Кстати, напишите, что это, кто знает. Здесь электромеханический, если я не ошибаюсь, насос. Если ошибаюсь, то поправьте. Так вот, ребята, я этот насос не выключал. То есть многие владельцы мотоциклов выключают и делают премикс. То есть мешают бензин с маслом. Я этого не делал. Я считаю, что не надо мешать технике работать. Как вот производители сделали, так и нужно дальше с этим как-то жить. Есть такие же мотоциклы только на Каябе. И там, кстати, нет вот этого уже масляного насоса. И стоит совершенно другая подвеска, но у них тоже есть подвох. Как и во всем бете, ребята. Подвох вот в чем. Они заявляют о том, что это мотоцикл на Каябе, но перед действительно на Каябе. И не на самый лучший. Каябе я имею в виду подвеска. А задний амортизатор, друзья, ZF.
Знаете, вот можно как-то красиво же сделать маркетинг, можно же не обманывать вот так вот банально, вот по-тупому. Ну вот скажите, что у нас стоит на Каябе, и это мотоцикл еще более кросс-контрийный, хотя многие ожидают от него, что это охренеть какая подвеска. Ребята, запомните одну вещь. Мотоциклы бета на Каябе — это для того, чтобы валить так, как вы, вероятно, 99% наших гонщиков, если вы не Черняев и не Терентьев и не Гаврилов, никогда валить не будете. Никогда в жизни. Вы просто поймете, что вам тяжело ехать, вам жестко ехать, вам сложно ехать, потому что вы не открываете мотор. Подвеска Каябы гидравлика подвески Каябы начинает работать только тогда, когда мотор начинает открываться. Но перед тем, друзья, как перейти к плюсам, давайте послушаем еще одно мнение, еще одного бетовода, еще одного человека, который прожил с этой бетой в горах. И ему есть действительно что рассказать. Это Юра Кашин, наш нештатный репортер в Севендуро. Он точно так же, как и я уговорил Юрку Кашина купить этот мотоцикл. Он купил и тоже его продал или сейчас продает. Ну, так или иначе, мотоциклом он тоже остался не очень доволен. Это был у него, как он выразился, этап жизни, который он прожил с удовольствием. Но, в общем, смотрите его маленькое видео, а потом перейдем к плюсам про бету. Как я купил бету? Вообще, почему бета? Да, то есть у меня до этого была Husqvarna 2018 года. Многие удивляются, как вообще так можно поменять Husqvarna на бету. Мне просто хотелось новый мотоцикл в коробке получить. Хотелось испытать эти детские эмоции как бы подарка. Хотелось собрать свой первый мотоцикл из коробки. Husqvarna у меня была первый мотик, бэушную я покупал. Вот, это как бы первый аспект. Второй аспект, в принципе, я мог любой купить новый мотоцикл на тот момент, но дело в том, что как раз был разгар пандемии, мотиков не было, был дефицит, там полный алис с логистикой был. Поэтому на тот момент в Красноярске это был, наверное, единственный мотоцикл, который не нужно было долго ждать. То есть он уже пересек границу в России, был изготовлен на фабрике, и словно я там, может быть, неделю-две его подождал. Вот. И третий момент, конечно же, Василич, негодяй, нашептывал мне все на ухо. К тому моменту он купил бетту, видимо, ему не хотелось быть единственным владельцем бетта в тусовке. И он говорил: крутой мотоцикл, берите, пацаны. В общем, уговорил. И вот так появилась у меня бета. Почему же бета рейсинг, а не обычная версия? Давайте разберемся, чем она отличается. Вилка Каяба, самое существенное отличие. Быстросъем на передней оси, такой вот есть. Подножки более какие-то модные, такие вот дырявые, зубастые, чем-то на S3 похоже. Далее здесь отсутствует маслонасос. То есть его здесь вообще нет, даже снимать не надо. И стояла биметаллическая звезда, облегченная на 48 зубов. И также резина, стояла Metzeler. У меня здесь тоже Metzeler, но сейчас у меня стоит Super Soft, а здесь стояла, короче, самая жесткая из серии. В общем, абсолютно бесполезная резина в горах, но тоже не очень дешевая. Кикстартера и вентилятора в комплекте также не было, это я уже сам ставил. Минусы, какие я заметил сразу. То есть, если вы были владельцем КТМ или Husqvarna, первое впечатление, когда вы распаковываете бету, ну, это никак не выглядит как премиальный мотоцикл. То есть нету такого вот тактильного как бы кайфа, да, думаешь, вот пластик как-то дешево выглядит, старые там пульты, машинка вот эта Nissin такая достаточно, да, допотопно выглядит. Кнопочки вот эти вот все, там старт-стоп, тоже не такие технологичные, там как на Husqvarna. В общем, первое впечатление, оно смешанное. То есть нету такого прям кайфа, что ты купил какую-то дорогую игрушку. Второй момент — это подвеска, да, то есть я думал, что будет Каяба полностью, и амортизатор, и вилка. Оказалось только вилка Каяба, задний амортизатор был ZF. Вот амортизатор ZF, да, почему нельзя было поставить сюда каябовский аморт, для меня тоже загадка. На моменте покупки я это, конечно, не учел, не знал, ну даже вообще не мог подумать, что такое может быть.
Конечно же, тут никакого обмана нет, в комплектации все это указано, нужно было читать. Первый жирный минус, с которым я столкнулся в результате эксплуатации, это карбюратор. Хоть и надежный японский карбюратор Кейхин, многие его любят, но почему-то стоковые настройки на мотоцикле Beta не работали, рекомендованные производителем. Соответственно, он был очень богатый, и бензина хватало буквально там на 47 километров. Также с него текло просто при малейшем наклоне. Вот он просто стоял, мотоцикл на подножке, и с него выливался бензин. Конечно, скажете вы, карбюратор можно настроить, его нужно настраивать, но я считаю, что на мотоцикле за 800 тысяч рублей мануал должен работать по умолчанию, работать должен нормально. А там уже вот этот колхозинг, залазить, там, гнуть поплывки, подбирать жиклеры, подбирать иголки, ставить какие-то киты, там кто-то GD-кит ставит, кто-то иголку там от Suzuki колхозит, кто-то вот карбюратор полностью меняет. Я считаю, что на китайском мотоцикле ты можешь, да, это делать, он и стоит там 200 тысяч рублей. На мотоцикле за 800 все же должно все работать с завода. А глобальная претензия только одна, в принципе, это к карбюратору, который я заменил на Electron. Остальные все вещи я уже крушил сам, физические повреждения были. В общем, рассказываю, что же сломалось на мотоцикле за 80 часов. На 20 часах сломалась приборка, сначала она просто обнулилась, затем еще какое-то время считала, а потом просто вышла из чата. Датчик скорости, вот это тоже я его обрывал дважды, чинил, потом забил, просто снял. В итоге, он как бы моточасы считает только на ходу, так она не считает. Мотосчетчик все же надежней. Далее, это не поломка мотоцикла, так скажем, потому что я покупал вентилятор не стоковый Beta. Вентилятор спал, с ним шел датчик температуры. И вот этот датчик у меня тоже перестал работать. В итоге я перегревал мотоцикл из-за него пару раз. В итоге поставил второй тоже перестал работать. Короче, какая-то невезуха у меня на датчике. В итоге я просто поставил кнопку и теперь с кнопки пользуюсь вентилятором. В принципе, больше не перегревается. Вот здесь тоже есть такой неприятный момент у Бетты. У Черняева, по-моему, также случилось в туре. Резонатор, сейчас я его выгнул, да, а у него очень маленькое расстояние было между резонатором и шлангом. Вот этот шланг перетерся, соответственно, антифриз незаметно ушел, даже не было ни пара, ничего, я успешно ехал и тоже перегрел мотик очень сильно. В итоге от вибрации тут пораскрутились все болты, и кое-как я доехал до дома, но поршень ничего не положил, там все, цилиндр как бы в нормальном состоянии. Также вот из особенной здесь конструкции этого резонатора, он очень близко расположен, опять же, к пружине. Возможно, он от удара сместился, да, но все равно здесь конструктивно не очень много места. И вот эта вот проводка у Бетты, она также здесь вот это все свисает в стоке, то есть нужно какими-то тут хомутами что-то куда-то подтягивать. Но опять же, я это как увидел, когда уже умер у меня аккумулятор. В общем, провод, который идет на стартер, он прикасался к резонатору в этом месте и оплавился. Соответственно, короткое замыкание, аккумулятор в ноль ушел. Заряд уже не берет, пришлось поставить новый аккумулятор. Подрамник я сломал уже в 3 местах. Он весь заклепанный у меня, здесь заклепанный, здесь заклепанный. Там с той стороны тоже заклепанный. Смотрите, еще у мотика Beta есть такая особенность. У него руль в одну сторону крутится больше, чем в другую. Да, вот здесь вот эти болты, когда они затянуты, то есть угол поворота руля недостаточно большой, не такой, как там на Husqvarna, на КТМ, на том же. Если же этот болт открутить, то начинает вилка биться в радиатор, вот в раму, да, она начинает бить, видите, скол. В общем, я в итоге сначала скрутил, у меня он поворачивать стал лучше, я порадовался, потом вот это вот все начало ломаться, и я решил вернуть. В общем, привык ездить теперь на более мелком градусе поворота руля. Убедились, да, вот той самой пословицы, когда правду о мотоцикле хозяин скажет только после того, как его продаст. Вот здесь точно такая же история. Ребята, теперь давайте поговорим про плюсы. Ну, знаете как, вот не бывает того, чтобы вот мотоцикл был плохим. Бывает неподходящий, вот я скорее про это, потому что мы очень любим мотоциклы и не бывает, знаете, вот там хреновых или еще что-то. Мотик прекрасный по большому счету, поэтому давайте переходим к хорошему и к плюсу.
Ну, плюс это, конечно же, цена, ребят. И вот четко вы должны понимать, что вот эта лестница, когда вы выходите с китайского мотоцикла и покупаете мотик бета, это не очень правильно. Я искренне, после того, как повладел этим мотоциклом, хочу вам сказать одну вещь, что это мотоцикл вообще круче и выше, чем КТМ. Он круче, потому что ездить на нем нужно уметь. Вот это нужно любить, вот эту мощь, которую дает этот мотоцикл, нужно понимать и грамотно пользоваться. Вот тогда вы поистине можете оценить достоинство этого мотоцикла. И все эти датчики скорости, и вот все вот это, вот то, что я перечислил, это, знаете, такое, ну вот прям мелочи, по сути, которые на скорость, на ваши на результаты, ну, навряд ли будут влиять. Неправильно покупать бету после того, как вы продаете китайца. Правильно покупать бету, когда вам хочется что-то более серьезного, более мощного, более безумного, более агрессивного после вашего TPI. Мотики, которые сейчас предлагает рынок, это как Шерка, Бета и Святая Троица, не буду их уже напоминать по имени, это мотоциклы, которые, ну, такие, знаете, вот я про Святую Троицу, которые вот очень френдли, они комфортные, приятные. На этом мотоцикле нужно работать, постоянно искать позицию, постоянно открывать газ, тогда этот мотик становится совершенно иным. Он приятный становится, мощный, он сверхъестественное что-то. Теперь о плюсах этого мотоцикла, что мне понравилось. У него немного другая посадка, нежели на Husqvarna на моей 2018 года. Он ниже, 93, по-моему, по седлу мотоцикл. Хоть у меня и не маленький рост, но все равно на нем в горах ездить гораздо удобнее. Очень удобно карабкаться по каким-то хардовым местам. Также вот это вот место, оно, возможно, уже или просто из-за того, что подножки выше. В общем, смысл в том, что мне его удобнее держать коленями именно в средней стойке, нежели Хаску. Также очень понравился двигатель у Бетты. Это вообще просто песня. Тут там супер много низов, супер жирные низа. В стоке здесь стояли звезды 1448, и он такой был более у него контрийный характер. Он там просто как ракета летал по прямкам. В гору не очень было удобно ехать. На таких звездах я поменял на 1350, у него характер радикально поменялся. Теперь там, если по прямым где-то едешь, это рабочая 5-6 передача, да, в то время как в горах теперь там 2-3 работают прекрасно. Ну, карбюратор, опять же, это его и благо, и проклятие, да. С одной стороны, я этот карбюратор ругал, то, что им надо постоянно заниматься, там, залазить в него, чистить, что-то настраивать, эту смесь ловить. Ну, с электроном, конечно, поменьше проблем. Там главное один раз повозиться, настроить его, потом, в принципе, туда не лазишь. Но плюсы в том, что после инжектора, конечно, я теперь понимаю тех ретроградов, которые говорят, что там карп это настоящий живой мотоцикл, там реакция на газ, все дела, да. Это и реально есть в нем, у него реально такой гоночный характер у этого мотоцикла. Наверное, вот за счет карбюратора и такого вот волшебного двигателя. Мотоцикл прошлого, знаете, вот там 2015 года, 2014 года, и тогда мотики умели делать. Тогда мотоциклы, знаете, к ним относились иначе. Это как вот с тачками. Помните, когда тачки ты покупал один раз и на 20 лет? Это не сейчас вот эти все Kia и прочая история. Извините, там, владельцы, ни в коем случае не хотел никого обидеть. Но вот это тот самый мотоцикл. Такой динозавр, которым вообще все равно вот он едет и едет, едет и едет. Да, в нем есть определенные сложности, проблемы, но они все решаемые. В общем, про мотик бета, ребята, скажу вам одно. Запчасти сейчас более-менее есть на рынке. Мотоциклы, ну, более-менее можно купить. И если уж вы после этого обзора понимаете, что вы все еще хотите этот мотоцикл, что вы точно вот все, что это внимательно прослушали, несколько раз посмотрели, обсудили со своими друзьями, написали мне в Инстаграм о том и задали какие-то уточняющие вопросы, потому что я говорю искреннюю правду, то, конечно же, покупать мотик можно. В целом, мотоцикл Бета точно заслуживает внимания, достойный мотик.
но при одном условии, что вам нужен вот этот гоночный характер, и вы готовы уделять время обслуживанию этого мотоцикла, потому что внимание он требует точно больше, чем та же Husqvarna моя 2018 года, при том, что она была уже бэушная. Я в нее залазил крайне редко. На бете постоянно сам что-то обслуживаю, подкручиваю, проверяю, там карбюратор это тоже чистишь, смотришь. Жидкость там охлаждающая куда-то постоянно уходит, со смесью какие-то танцы с бубном. В общем, все равно, чтобы на нем ездить, всегда нужно все контролировать гораздо больше, чем на инжекторном мотоцикле. Он мне подарил прекрасные эмоции, этот мотик, но я же все-таки следующим своим мото буду брать мотоцикл на инжекторе. Возможно, это будет Husqvarna, либо это будет GazGaz 22 года. В общем, я для себя решил, что мне не нужен вот этот вот гоночный характер, там, молниеносная реакция на газ. Мне достаточно инжектора в угоду комфорта, меньше туда лазить, не нужно какие-то там премиксы делать и так далее. Но опять же, есть сейчас технологичные прошивки спортивные. Я думаю, что это уже карбюратор оставим для ретроградов. Пусть он уже уходит в прошлый век. Но теперь, ребят, я вам хочу показать то, что мне удалось купить, и как-то аргументировать и рассказать про свой выбор. Почему именно этот мотоцикл я купил вместо Бетты. Да, действительно, друзья, я вернулся, с чего начинал. У меня очень много лет были КТМы, Хусаберги. С 2013 года, да, с 2013 года я начал ездить, и первый мой мотоцикл это был КТМ EXC500. Ну а какой еще тогда может быть мотоцикл? Только такие. Потихонечку, в общем, с КТМ я закончил на 250-ке и захотел попробовать что-то другое, купил вот Бетту, рассказал вам про нее историю и вернулся назад. Вернулся назад только потому, что понимал, что тот комфорт, то удовольствие, то спокойствие и то количество прощания ошибок, которые ты совершаешь на треке, может простить только КТМ. КТМ, ребята, вы что бы ни говорили, или Husqvarna, это верх и пик эволюции. Ребят, в интернете сейчас есть огромное количество обзоров этого мотоцикла, и, наверное, бессмысленно разговаривать об этом сейчас и вести какие-то диалоги. А вот давайте поговорим лучше о выборе, о муке выборе. Потому что, знаете, когда мы советуем вам покупать мотоцикл, это все гораздо проще, в отличие от того, когда ты покупаешь мотоцикл сам себе, и тебе хочется его эксплуатировать. А мы это, можно сказать, эксплуатируем его, их достаточно сильно, много и сложно. Значит, сразу хочу вам признаться, что это серый мотоцикл, и никаких вот новых мотоциклов нам никто не давал. Вы должны это четко себя уяснить. Мотик мы выбирали естественно, я выбирал мотик из трех возможных. Это GazGaz, это КТМ, это Husqvarna. У меня не стоял вопрос покупки четырехтактных моторов, как у наших коллег из Hard Enduro.ru. Я считаю, что мне не нравятся четырехтактные моторы, и мне нравятся двухтактные моторы. Я привык к ним, езжу и получаю от них только удовольствие. Хотя вот у КТМ я недавно попробовал 250-ку четырехтактную, мне тоже она очень понравилась. Но вот езжу на двухтактном моторе. Мне нравится его игривость, нравится то, что он все время со мной заигрывает, все время его нужно подкручивать, ты как-то участвуешь, вы знаете, в движении мотоцикла. И вот, когда стал вопрос, естественно, я обратился к разным людям, начал собирать мнения, потому что хотел изначально Husqvarna. И, в принципе, заказал себе Husqvarna в Байкленде, и мне дали, за что им огромное спасибо, значительную скидку. Кстати, ребят, если вы хотите получить скидку в Байкленде на всю экипировку и вообще все, что там продается, достаточно просто ввести промокод СевЕндуро, и вы его получите в их интернет-магазине. 20% на все, будь то шлем Shoei, Alpinstar, там, неважно, ботинки, боты, все, 20%. Это приятно. Воспользуйтесь и напишите мне об этом. Так вот, вернемся к нашим мотоциклам. Когда я себе заказал Husqvarna, мне написал наш друг и товарищ, и, в принципе, близкий нам человек, это Витя Шпалов. Да, привет, Вить, и спасибо тебе огромное от того, что ты отговорил. Есть проблемы с новой Husqvarna, это BrakeTech.
BrakeTech — это тормозная система, которая и сцепление, и система сцепления, которая сейчас ставится вместо Магуры и Brembo, которая стояла раньше. И с ней есть некоторые сложности и неприятности. Мы как-нибудь сделаем отдельный выпуск про эту историю. Плюс подрамники. Если с 2000, по-моему, 18 или 19 года вот эти вот мотоциклы, которые пошли там в 20, 21, 22 году, они уж совсем хрустальные подрамники, и ты можешь положить просто мотик на бок и попасть на 30-очку, что неприятно. Прогрессия, да, вроде бы я тоже был крайне удивлен в том, что прогрессия — это же всегда хорошо, это же наоборот дополнительный комфорт, это мягкость, удобство. Нет, друзья, прогрессия — это в первую очередь обслуживание, и только во вторую очередь вы можете понимать, что такое прогрессия только через какое-то время. Ну, если вы профессиональный гонщик, и вы выводите свой мотоцикл на определенные скоростя. То есть, если вы мотик не крутите, не носитесь по кроссу, не прыгаете через колею или там не перелетаете бревна вот таких размеров, то прогрессия — это тоже спорный момент. Поэтому стал вопрос о покупке только КТМ. Да, мотоцикл КТМ — это единственный, который остался сейчас на Brembo, и мне это очень нравится. И сцепление, и тормозная система. Все осталось на ней, мне это вот прям очень импонирует. Почему не ГАЗ-ГАЗ, спросите вы, хотя он дешевле? Ребята, в ГАЗ-ГАЗе есть одна проблема, и я прям чувствую, что сейчас меня разнесут, но я не могу ее не озвучить. Не могу, когда вот это все происходит в таком формате, что типа такое же все, не такое же, ребята, не такое же, как на КТМе или на Husqvarna. Там стоит подвеска хуже. И все об этом уже говорят. Об этом это подтверждает Петро Завороти, вам известный мастер-подвесочник. Это заявляют ребята из Сахалина, парни, которые занимаются только в IP и прочими историями. Там стоит другой шимс-пакет, там стоят более дешевые комплектующие в подвеске. И очень большие вопросы, когда вы покупаете мотоцикл, начинаете на нем быстро ехать, и он на нем не работает так, как работает на КТМ или на Husqvarna. Я имею в виду подвеска. Плюс там же стоит BrakeTech, тот самый не очень хороший, который всех уже замучил. И у кого-то он работает, у кого-то он не работает. Есть с ним нарекания и проблемы. Поэтому, ну и выглядит он мне не очень нравится. Все-таки какой-то он красный. А у меня уже был красный мотоцикл. А красный мотоцикл, как Александр Владимирович Лужин, получается мне не очень. Поэтому я вернулся к моему рыжику, и это очень приятно. Я не стал в нем ничего делать, парни. Вот поставил только корыто от Армы, поставил защиту EMX Tech. Кстати, с ней были некоторые проблемы и сложности, и я не могу об этом не говорить. Вы уж простите меня, парни, которые являются фанатами EMX Tech, не подходили отверстия. Как вы делаете вот эту всю историю, я не знаю. Я не стал переносить форсунки, я считаю, у меня есть принцип, не надо мешать технике работать. Да, ну, вдруг, если что-то сломается, ну, значит, будем чинить и рассказывать об этом вам. А еще в нем стоит Extreme прошивка, и это значительно отличается, такие мотоциклы значительно отличаются от мотоциклов, в которых нет этой прошивки. И мотик становится очень приятным, подрывным, прекрасным. Теперь личные ощущения, я проехал на мотике уже порядка 10 моточасов, и есть что о нем рассказать, парни. Давайте так, у меня ощущение и связь с мотоциклом, что я руками, как будто, когда мне надо, поворачиваю это заднее колесо. Вот настолько четко я понимаю этот мотор, и настолько приятно работать на нем с сцеплением. Очень приятный мотоцикл во всем. Как он едет, как он управляется, как он работает, как он заводится. Вот идеальный мотоцикл, мне кажется, пока еще не придумали. Хотя на Романеке, ребята, мы подглядели, на чем ездят звезды, и их мотоциклы отличаются, конечно, от того, что продают нам. У них, например, на Husqvarna стоит композитный подрамник и перенос форсунок. Это что-то, наверное, что нас ждет в будущем, в 2023 году. По крайней мере, мы все на этом надеемся. А с вами был Кирилл и мой маленький обзор про мотоцикл Бета и вообще рынка, в принципе, дорогих импортных мотоциклов за миллион. Вам огромное спасибо за то, что вы смотрели. Конечно же, не забывайте подписываться на мой инстаграм, на инстаграм Павлухи, на инстаграм Севендура, в конце концов. И не забывайте про лайки, комментарии. Для нас это очень приятно.
Есть желание поспорить? Поспорьте. Мы с большим удовольствием все читаем внимательно. Значит, планы на будущее, я уж прошу прощения, что занимаю ваше время, чтобы вы четко понимали, чтобы не было вот этих истерик ко мне в Инстаграм о том, что где Романьяк. Ребята, Романьяк на монтаже, он скоро будет и появится. Конечно же, мы все монтируем. Просто был ноутбук в ремонте, и, к сожалению, уж так получилось, что физически я занимаюсь монтажом и съемкой, поэтому, парни, я один, а вас много, не торопите. Каждый фильм – это частичка моего сердца. Ребята, скоро мы улетаем на Буйные, есть в Бурятию. Бурятия, вам огромный привет. Спасибо вам огромное за ваши доброжелательные, так сказать, отзывы мне в Инстаграме. Мы со всеми обязательно встретимся, всех обнимем и проживем с вами 5 дней, будем снимать одну из самых лучших гонок в России. Потом мы едем в Крым. Кстати, свободные места в тур есть. Оставляю телефон внизу, обязательно, кто хочет поучиться, мы сейчас набираем ребят и везем отдельным туром. А потом, после Крыма, мы едем на Sea to Sky. Да, парни, Sea to Sky, мы теперь официальный канал по съемке этого прекрасной гонки. За что, конечно, огромное спасибо вам в первую очередь, потому что если вы не смотрели, то и такого интереса у серьезных парней, таких как там Sea to Sky, WES и прочее, Red Bull, не было. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за все. Если вам нравится этот формат, обязательно мне об этом напишите. С вами был Потамошнев Кирилл. Всем спасибо, все в эндуро.